Почти 2 года назад Марат Башаров объявил поклонникам, что женится на беременной поклоннице, Елизавете Швырковой. В конце июля у пары родился долгожданный наследник. Марсель родился. Однако официальное бракосочетание пары состоялось 9 сентября 2017 года, в день 870-летнего юбилея Москвы. Как призналась Елизавета, знаменитый папа в очень близких отношениях с сыном. Они понимают друг друга буквально с полуслова, необъяснимый контакт связывает отца с наследником. Я из тех мам, которые культивируют понятие отца. Я с первого дня после рождения говорила Марселю: это папа, папа. Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу. Мой муж присутствовал на родах, и, как мне кажется, это в них обоих породило безумную связь. Как бы мне ни хотелось, я сдерживала все свои порывы коршуна и жажду научить, как правильно. И вот сейчас, есть у меня такое прекрасное свободное время, когда Марсель с Маратом проводят вдвоем, и я им не нужна. Релакс, сообщила Елизавета. Напомним, пышную свадьбу Марата и Елизаветы устраивать не стали, тихо расписались в Санцевском ЗАГСе, по месту жительства. На Лизе было классическое белое платье, на актере – праздничный костюм. На регистрации были только родные и самые близкие. Свидетелями позвали друзей, Екатерину Стриженову и моего брата. Всего присутствовали человек 20. После официальной части мы переместились в итальянский ресторан Белладжиа. Его очень любит Марат, отметили там. Сынишку на праздник решили не брать, оставили дома с няней. Он совсем маленький, ничего бы не понял, рассказала Елизавета. Швыркова была поклонницей артиста, мечтала с ним встретиться, они долгое время переписывались в сети. После развода с Екатериной Архаровой Марат предложил наконец-то увидеться. Встречи переросли в отношения. Башаров признался, что в Лизе его подкупило знание татарских обычаев и языка. И сейчас она для Башарова – образец жены, матери и хозяйки. Женщина ведет личную страницу в Инстаграме и часто сообщает поклонникам последние новости семейной жизни.